Друзья, всем огромный привет! Сегодня рецепт яблочного пирога, который уверенно станет вашим любимым. Потому что, во-первых, просто и быстро, полезно, так как мало теста, а яблок больше, чем теста, намного увидите сами. В-третьих, вкусный, воздушный, сверху такая хрустящая сахарно-коричная корочка с румяными орешками сверху и цитрусовой такой кислинкой. Всегда готовлю сразу 2 порции, так что продуктов из расчета на 2 порции. Это 4 яйца, 300 мл молока, сахара 150 грамм, 20 столовых ложек муки, разрыхлителя 3-4 ложечки чайных и соль и растительного масла 8 столовых ложек. Все измеряла ложками. Так что рецепт весь простой, весами ничего не измеряю. 4 яйца немножко взболтала, как на блины, добавила соль, добавила растительное масло 8 столовых ложек, добавила молоко 300 мл и муку. Муку просеиваю, хотя и не обязательно, это такой настолько простой рецепт, практически как оладушки, как блины, тесто. Вот такими ложками столовыми я измерила 20 столовых ложек. И дальше, когда все смешала, добавляю разрыхлитель. Кстати, разрыхлитель 4 чайных ложки. Вот видите, когда я его еще готовила, кто смотрит мои видео, у меня есть на канале домашний разрыхлитель, как я делаю. Вот меня спрашивали, или он комки образуются или нет. Ну, вот видели, он сыпется, сухой, все окей. Если интересно, как я его готовила, посмотрите, есть видео на канале. Все смешали, и теперь тесто распределила на противне, который смазала сливочным маслом. Яблоки нарезала такими вот большими крупными дольками. У меня папировки. Сейчас начало лета, и у нас папировки. Значит, сахар по вкусу. Смотрите, сахара столько, если яблоки сладкие, меньше добавляйте, если кисловатые, хотя для этого пирога такие кисло-сладкие лучше яблоки брать. И вот сюда сок половины лимона, и мякоть тоже я сюда как бы выскоблю вместе с мякотью, и натереть цедру одного лимона и тоже сюда к яблокам. Вот, на терочке я натерла сюда цедра одного лимона, и сюда же чайная ложка полная с горкой корицы. Вы поняли, сахар, корица, сок половины лимона и цедра одного лимона. Все смешиваю, и пускай яблочки вот немножко они сок пустят и пропитаются с корицей, этими ароматами. Буквально они постоят там 5-10 минут, и можно выкладывать вот на противень вот так плотненько друг к дружке. Вот я уложила все яблоки. Тут количество яблок зависит от порции, которую вы будете делать. Ну, килограмма 2 у меня точно на это ушло. Я выбирала где-то подпорченные яблоки, пообрезала вместе с кожей, потому что кожица на яблоках тонкая сейчас. Если бы яблоки с такой толстой кожей, тогда лучше их, конечно, очистить. И вот, когда яблоки уложили, сверху присыпаю 3-4 столовых ложки сахарка. Вот для этой корочки такой хрустящей, чтобы получилось сверху, присыпаю сахарком. И буквально столовая ложка сливочного масла. Вот так вот распределяем по всей поверхности пирога, и горсть орехов.
Орешки любые, какие есть. У меня сегодня грецкие. Вот так просто поразрезала такими большими кусочками. Они подрумянятся, и на этой корочке будет очень аппетитно. И еще сверху вот пол чайных ложечки корицы, тоже по сахарку, сверху по всей поверхности я присыпаю. И в духовку 180 градусов, минут 30-40, в зависимости от вашей духовки. И пирог уже мой готов. Разрезаю на порционные кусочки. Посмотрите, сколько там яблок. Тесто такое воздушное, его практически там и не видно, потому что сверху такая хрустящая, румяная, аппетитная корочка. Сверху я украсила листочками мяты и вишневым вареньем. И вот посмотрите, какой аппетитный, румяный, вкусный, аппетитный яблочный пирог получился. Друзья, если вам понравилось мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Для меня это очень важно. Не забывайте подписываться, кто не подписался. И, конечно же, про колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых интересных видео. А я с вами на этом прощаюсь, но ненадолго. Пока!